В Рождество Дэниел Мур, богатый и влиятельный человек, решил неожиданно вернуться домой раньше обычного. Он мечтал хотя бы на час вырваться из бесконечных звонков и почувствовать себя просто мужем, а не фигурой из новостей. Он никого не предупредил, не написал жене Саре, просто поехал домой. Дом сиял праздничными огнями, но стоило Дэниелу войти, как он понял, что-то не так. Внутри не было ни музыки, ни голосов, а в воздухе чувствовался резкий, медицинский запах. В следующий миг его резко схватили сзади. Ладонь закрыла рот, кто-то потащил его в кладовую. «Тихо, пожалуйста», — прошептала женщина. Он узнал ее. Это была Грейс, домработница, которую он почти не замечал годами. Она спрятала его в узком шкафу и прошептала, что если его услышат, он не выйдет из дома живым. Через щель в двери Дэниел увидел гостиную, нарядную елку, аккуратно разложенные подарки и свою жену Сару. Рядом с ней стоял его младший брат Люк. Они спокойно обсуждали дозу вещества, которое Сара подмешивала Дэниелу в напитки. Сегодня в Рождество все должно было закончиться. Слабость, головокружение, утренние приступы – все вдруг стало понятно. Это был не стресс. Это был яд. Грейс сказала прямо, если он выйдет сейчас, он умрет. Она видела порошок, видела, как его отмеряли, и успела сохранить образец. Они тихо выбрались из дома и уехали на старом седане через ночной Чикаго, полный огней, смеха и людей, не подозревающих, как близко рядом была смерть. Телефон и часы Дэниела пришлось выбросить, за ним могли следить. Они укрылись в маленьком доме, а затем в церкви Хоуп Чорч, где пастор Джеймс согласился помочь, не задавая лишних вопросов. Состояние Дэниела ухудшалось. Приехавшая медсестра Кейла подтвердила, его травили медленно, а в Рождество собирались дать смертельную дозу. Анализы и порошок могли стать доказательством. Когда коррумпированный офицер, капитан Картер, попытался выманить их, Джеймс не открыл дверь. Впервые за долгое время деньги и власть Дэниела не значили ничего. Его спасала только решимость нескольких людей говорить правду. Они рискнули вернуться в дом за скрытой записью с камер. На видео было все. Сара, измеряющая порошок, Люк рядом, спокойные разговоры о смерти. Этого оказалось достаточно. На благотворительном вечере Дэниел вышел к людям живым. Когда агенты надели наручники на Сару и Люка, зал замер. Праздничная музыка продолжала играть, будто не понимала, что произошло. Позже Дэниел публично сказал лишь одно. Он выжил не из-за денег и не из-за власти, а потому что человек, которого он не замечал, выбрал смелость. Он продал дом. Переехал в простую квартиру рядом с церковью. Грейс ушла с работы и начала помогать другим, тем, кого система привыкла не видеть. Дэниел поддержал ее, не ставя своего имени. Через год они встретили Рождество без роскоши и охраны, за общим столом, с настоящим смехом. Дэниел понял главное. Иногда жизнь должна встряхнуть тебя почти до смерти, чтобы ты, наконец, увидел правду. И этого оказалось достаточно.